Боль в плече часто начинается незаметно. Сначала это лишь легкий дискомфорт при определенных движениях. Вы думаете, ничего страшного, поболит и само пройдет. Но со временем сустав начинает диктовать свои условия. Вы замечаете, что уже не можете без боли снять куртку, причесаться, дотянуться до верхней полки в шкафу или просто комфортно спать на боку. Плечевой сустав самый подвижный в нашем теле, и именно поэтому он так уязвим. Мы разберем, какие движения и упражнения из арсенала физиотерапии помогают большинству людей вернуть подвижность плечу, а какие нагрузки временно исключить в период боли. Важно усвоить 3 золотых правила безопасной нагрузки. Без них любая гимнастика может превратиться во вред. Правило первое. Во время упражнений допустим легкий дискомфорт до 3 баллов по шкале боли от 0 до 10. Но если боль усиливается после тренировки или сохраняется более 24 часов, нагрузку необходимо уменьшить. Главный критерий правильной нагрузки – это легкая боль должна утихнуть в течение суток и не делать плечо более тугоподвижным на следующий день. Правило второе. Все движения выполняются исключительно медленно и под полным вашим контролем. Никакой инерции, никаких резких рывков или махов. Сустав должен успевать адаптироваться к каждому миллиметру амплитуды. Правило третье. Мы работаем только в так называемой комфортной дуге. Это значит, что вы не пытаетесь поднять руку выше той точки, где тупая боль переходит в острую и стреляющую. Никогда не пытайтесь пробить сустав через резкую боль. Теперь перейдем к лучшим щадящим упражнениям. Я буду называть их точные названия, в том числе на английском, чтобы при желании вы могли легко найти их видеодемонстрации в интернете. Первое упражнение – маятник Кодмана или Codman Pendulum Exercises. Это одно из самых безопасных движений для начала реабилитации. Вам нужно опереться здоровой рукой о стол или спинку стула и слегка наклонить корпус вперед. Больная рука должна абсолютно свободно свисать вниз, как плеть, без каких-либо гантелей или утяжелителей. Начинайте без утяжелителей, а позже можно добавить легкие гантели. Ваша задача полностью расслабить мышцы плеча. Вы начинаете слегка раскачивать корпус, а свисающая рука по инерции повторяет это движение, как маятник. Сначала движения идут вперед и назад, затем вправо и влево, и, наконец, по небольшому кругу. Рука двигается без мышечного усилия, только за счет гравитации и легких движений вашего тела. Выполняйте это упражнение каждый день, 2-3 подхода по 30-60 секунд в каждом направлении. Второе упражнение называется скольжение руки по стене или wall slide shoulder. Встаньте лицом к ровной стене на расстоянии вытянутой руки, положите ладонь больной руки на стену и начните медленно шагать пальцами вверх. Поднимайте руку ровно до уровня, пока натяжение и дискомфорт остаются терпимыми. Не поднимайте руку выше уровня, где появляется боль. Как только почувствовали предел, остановитесь. Задержитесь в этой верхней точке на 2-3 секунды. Затем, также медленно, перебирая пальцами, опустите руку вниз. Выполняйте 2-3 подхода по 8-10 повторений 1 или 2 раза в день. Третье упражнение – пассивное сгибание плеча с палкой или shoulder flexion with stick. Для этого вам понадобится легкая гимнастическая палка, швабра или даже ручка от зонта. Лягте на спину или сядьте прямо. Возьмите палку обеими руками перед собой. Главный секрет здесь в том, что здоровая рука выполняет всю работу, а больная рука просто держится за палку и едет как пассажир. Здоровой рукой медленно поднимайте палку вверх, направляя ее за голову. Поднимайте до появления легкого натяжения в больном плече, но не допускайте острой боли. Выполняйте 2-3 подхода по 8-12 повторений каждый день или через день. Четвертое упражнение. Подъем руки в лопаточной плоскости, известное как скапшн. Встаньте прямо. Опустите руки вдоль тела. Теперь начните медленно поднимать прямую руку вверх, но не строго перед собой и не строго в сторону. Движение должно идти по диагонали, примерно под углом в 30-45 градусов от фронтальной плоскости. Это самое естественное и безопасное положение для работы плечевого сустава. Поднимайте руку только до уровня плеча, не выше. При этом следите, чтобы лопатка оставалась опущенной, не тяните плечо к уху. Начните выполнять движение без веса,
делая 2-3 подхода по 10-12 повторений. Пятое упражнение – наружная ротация плеча с эластичной лентой или External Rotation with Resistance Band. Закрепите легкую фитнес-резинку на уровне талии, например, за ручку двери. Встаньте боком к месту крепления. Возьмите ленту в больную руку. Согните локоть под углом 90 градусов и плотно прижмите его к ребрам. Начните медленно отводить кисть наружу, растягивая ленту. Движение происходит только в плечевом суставе, локоть при этом остается намертво прижатым к туловищу. Возвращайте руку в исходное положение также медленно. Выполняйте 2-3 подхода по 10-15 раз через день. Шестое упражнение. Изометрическая наружная ротация у стены или Isometric External Rotation. Это невероятно мягкая техника для тех, кому даже резиновая лента доставляет сильную боль. Встаньте боком к стене. Согните локоть больной руки под 90 градусов и прижмите его к телу. Тыльной стороной кисти прикоснитесь к стене. Теперь начните мягко давить кистью в стену, как будто пытаетесь отвести руку в сторону. При этом самого движения нет, возникает только легкое напряжение в мышцах плеча. Удерживайте это напряжение от 5 до 10 секунд, затем полностью расслабьтесь. Сделайте 8-10 повторений. Седьмое упражнение. Тяга резинки к животу или band row. Закрепите эластичную ленту перед собой на уровне груди. Возьмите ее концы обеими руками. Слегка согните колени и держите спину ровной. Медленно тяните ленту к животу, сгибая локти. При этом концентрируйтесь на том, чтобы мягко сводить лопатки вместе. Ваши плечи должны быть опущены вниз. Это упражнение укрепляет мышцы спины, которые стабилизируют плечевой сустав. Делайте 2-3 подхода по 10-15 раз. Восьмое упражнение. Сведение лопаток или scapular squeezes. Его можно делать сидя или стоя в любое время дня. Расслабьте руки, опустите плечи вниз и аккуратно сведите лопатки вместе по направлению к позвоночнику. Представьте, что вы пытаетесь зажать между лопатками карандаш. Задержитесь в этом положении на 5 секунд, затем расслабьтесь. Сделайте 10-15 повторений. Здоровая биомеханика лопаток – это фундамент для здоровья плеча. Девятое упражнение – скольжение предплечья по стене или wall slide with serratals activation. Это упражнение активирует важные стабилизаторы лопатки, переднюю зубчатую мышцу и нижнюю трапецию. Именно они помогают лопатке правильно двигаться при подъеме руки и защищают плечевой сустав от перегрузки. Станьте лицом к стене на расстоянии 1 шага. Поставьте предплечье на стену так, чтобы локти были примерно на уровне плеч. Между предплечьями можно слегка прижать маленькое полотенце или мяч. Это помогает держать правильное положение рук. Теперь медленно начинайте скользить предплечьями вверх по стене. Важно не просто поднимать руки, а мягко выталкивать грудную клетку назад, позволяя лопаткам плавно вращаться вверх и наружу. Движение должно быть медленным и контролируемым. Поднимайте руки только до уровня, где сохраняется комфорт и нет острой боли. В верхней точке задержитесь на 1-2 секунды, затем медленно вернитесь в исходное положение. Выполняйте 2-3 подхода по 8-10 повторений. Это упражнение отлично дополняет работу ротаторной манжеты и помогает восстановить здоровую механику плеча. Теперь перейдем к не менее важной части. Существуют упражнения, которые категорически не подходят для плеча в период боли и воспаления. Для здорового спортсмена они могут быть нормой, но для поврежденного сустава они могут усиливать защемление сухожилий ротаторной манжеты в субакромиальном пространстве и могут спровоцировать сильное воспаление. В первую очередь это любые жимы над головой, shoulder press, overhead press или армейский жим. Подъем тяжелого веса вертикально вверх создает колоссальную компрессию в суставе. Для больного плеча это прямой путь к защемлению сухожилий в акромиальном пространстве. Во-вторых, избегайте тяги к подбородку, известные как upright row. В этом положении плечо вращается внутрь, а рука поднимается вверх. Это биомеханически самое невыгодное положение для плеча
которая почти всегда провоцирует острую боль в боковой части сустава. В-третьих, исключите отжимания на брусьях или dips. Во время глубокого опускания на брусьях плечо чрезмерно уходит назад, передняя часть суставной капсулы и связки получают экстремальное растяжение. Также опасен тяжелый жим штанги лежа, особенно если опускать гриф слишком низко к груди, широко разводя локти в стороны. При боли в передней части плеча это упражнение лучше полностью убрать из программы. Избегайте любых тяг и жимов за голову. Когда вы опускаете штангу или блок за шею, голова вынуждена уходит вперед, а руки сильно выворачиваются наружу. Это неестественное положение, перегружающее сустав. Наконец, под строгим запретом любые рывковые резкие движения, подтягивания с раскачкой, махи тяжелой гирей, резкие броски. Сустав просто не успевает защитить себя, принимая весь удар на хрупкие связки. Как объединить эти знания в простую систему? Вот базовая схема на неделю. Каждый день выполняйте маятник Кодмана и простые сведения лопаток. Если плечо переносит хорошо, добавьте ежедневную изометрическую ротацию у стены. 3-4 раза в неделю выделяйте время для более активной работы. Делайте скольжение по стене, пассивное сгибание с палкой, наружную ротацию с легкой резинкой и тягу резинки к животу. Помните, восстановление плеча требует времени и терпения. Этот комплекс не является заменой очной консультации специалиста. Если на фоне упражнений боль становится резкой, появляется отек или плечо начинает болеть по ночам, нарушая сон, обязательно обратитесь к врачу. Слушайте свое тело, двигайтесь осознанно и берегите свои суставы. До встречи в следующих выпусках, где мы продолжим изучать, как сохранить здоровье и легкость движений на долгие годы.